Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы сделаем домашку по второму уроку. Первое, с чего нам нужно начать, это создать наш индекс HTML файл. Я нажимаю правую клавишу мыши, выбираю New File и даю ему название index.html. После чего вот тут вот нажимаю знак восклицания и Enter. После этого действия у нас появляется наша первичная HTML-структура. Как я говорил на уроке, дословно вам ее запоминать не нужно, но она должна быть обязательно всегда в вашем HTML-файле. После того, когда мы создали файл, нам нужно открыть его в браузере. Для того, чтобы открыть его в браузере, я нажимаю вот сюда, выбираю наш файл, кликаю на него правой клавишей мыши и выбираю Open with Live Server. При клике на эту опцию у нас через какое-то время вот запустился наш код, наш файл по факту. Не могу не уточнить, что этой опции у вас может не быть. Если у вас ее нет, вам нужно скачать соответствующее расширение. Я его покажу вам сейчас просто в очень кратце. Это у нас вот эта штука, Live Server. Вы, получается, в поиске просто пишете Live Server. И вот находите, и тут будет кнопочка «Скачать». Но если желаете полноценно настроить ваш Visual Studio Code для облегченной работы с HTML и другими языками, то рекомендую перейти на мое видео, где я его настраиваю. После настройки все ваши процессы и написания кода ускорятся многократно. Ну что ж, можем приступать к решению. Эта домашка будет на тему обо мне. Получается, первое, что я сделаю, я поменяю title. Напишу здесь About Me. Как мы можем заметить, это слово отобразилось у нас сверху во вкладочке. То есть Tag Title отвечает за тот текст, который у меня отображается сверху во вкладке. Далее. Наша страничка начнется с того, что я сделаю заголовочный тег H1 и в него впишу название нашего канала. Вот так. Далее я добавлю параграф, где будет указано, например, My Avatar. После чего ниже добавлю тег image, который отвечает за картинку. Внутрь SRK, вот сюда, мне нужно передать ссылку на то изображение, которое я хочу отобразить. Эти ссылочки я вам давал, я буду их использовать также, то есть вот это наша ссылка на картинку, копирую ее и вставляю вот сюда. После чего наша аватарка отобразилась. Нужно добавить сюда еще атрибут alt. Напишу слово loading, типа не прогрузилось. Если кто не помнит, что такое alt, если мы в SRK подключаем какую-то несуществующую картинку, например, я испорчу адрес, напишу сюда что-то еще, то будет показываться тот текст, который указан в этом атрибуте. Если же изображение подгружается нормально, то alt вообще не показывается, а показывается конкретно картинка. Ну, по факту такой режим безопасности, который говорит о том, что если картинка не отобразилась, то показывает текст, чтобы пользователю было понятно, что вообще там находится. Ниже я добавлю еще один параграф, в котором напишу, давайте, go to Google. После чего добавляю ссылку. Это тег A. В текст ссылки я добавляю слово link. Как мы можем заметить, сейчас у нас ниже отобразился link, и он даже кликабельный. Я по нему могу кликать, у меня сейчас при клике обновляется страничка. Но с тегом A мы еще не закончили. Мы не донастроили его. Нам в его href нужно передать ссылку. Ссылку на сайт, который будет открываться, когда мы по этому линку будем кликать. Это будет у нас Google. Я копирую на него ссылку и вставляю в href. Вот так вот. Теперь, когда я кликну по ссылке, у нас, видите, снизу показывает Google, это типа куда оно будет переводить. И как только я кликаю, переход произошел.
Вернемся обратно. Добавлю еще ниже один параграф со словом end. Вот так. Вот мы и закончили нашу домашку. В принципе, она несложная, даже очень простая. Мы здесь занимаемся тем, что знакомимся с самим синтаксисом написания в HTML. В том, что когда мы пишем тег, допустим, h1, нам нужно его открыть, внутрь него вложить текст, который мы хотим отображать, а потом обязательно закрыть. Также поступаем мы с параграфами и ссылками. Еще у нас существуют самозакрывающие теги, например, image. Как мы можем видеть в его примере, у нас нету закрывающего тега. Ну, потому что это такой уникальный, особенный тег. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.